У нас в работе X5E70 с Николай 63 турбодвигателем V8, 408 лошадей на установку спортивных прямоточных даунпайпов. Обычно пайпы мы изготавливаем заранее, но сегодня будем варить пайпы непосредственно по самой машине. После чего обмотаем наши трубы вот в такую вот качественную двухслойную термоленту. Клиент планирует сегодня привезти глушитель от X5M. Придется нам демонтировать вдобавок штатный бампер. При демонтаже штатных пайпов обнаружили, что катализатором пришел полный капец. Обратите внимание, в самом низу они оплавились. Соответственно, это создавало избыточное противодавление, и машина на повышенных оборотах падала в аварию. Дилера приговорили форсунки. Да, это может быть как следствие форсунки плохо работают, и как следствие забитые катализаторы. Так что мы вовремя демонтировали это все, потому что умирающие катализаторы также в момент, когда глушится мотор, стружка, пыль точнее, может попасть через турбину, через крыльчатку турбины непосредственно в цилиндр. Так что, кто думает, что турбина спасает вас от катализаторной стружки, это все неправда. Также обнаружили большой люфт в оси Вестгейта, что ведет к некорректному управлению наддувом, негерметичности Вестгейта и, как следствие, это потеря мощности. В общем, по согласованию с клиентом демонтируем турбины и отправляем их в ремонт. На дефектовку и ремонт Вестгейта, клапана Вестгейта. А что за патрон? Антифризный? Это антифризный. Пузырьки воздуха из ГБЦ удаляет, развоздушка. Ага. Вот он там сочится, вот видно то, что он... ему уже... канал прям вылетает, да, он... Такой прям вытаскивает. Он обломился, эта штука. Как деталь, он, по-моему, в сборе идет. Вот 3 шланга и вот эта вот... Она пластиковая. Наши турбины демонтированы. Полюбуемся клапаном Вестгейта, который нам сказал привет. Но зато есть хорошие новости. У нас не люфтит холодная крыльчатка турбины. Соответственно, картридж менять не нужно, разбирать турбину будет не нужно. В общем, собрали мы этих двух блесняшек, переварили 2 клапана Вестгейта, покрасили их. Картриджи на стенде проверили, масло не кидало. Проверим. Клапана закрылись. Все четко. Давление держит. А тем временем к нам подоспел глушачок от X6M. Что касается вакуумных заслонов, которые у нас идут в исполнении X6M, X5M, и которых нет в гражданском исполнении, данную задачу будем решать с помощью проводки новой магистрали из обычного силиконового шланга, который мы будем подводить к вакуумному насосу, и соленоид электромагнитный клапан мы будем присоединять к блоку управления двигателем DME. В общем, у нас, в принципе, будет все по штату. Пару слов о функциях спортивных даунпайпов. В первую очередь спорт даунпайпы без катализаторов, как в нашем случае будем изготавливать, и в разы увеличивать пропускную способность, что по умолчанию сразу прибавляет 20-30 лошадей в конюшню мощности. При внедрении же спортивных катализаторов прибавка составляет 10-20 лошадиных сил. Обратите внимание на конструкцию штатных пайпов, которые имеют резкие углы и заужения. И если даже просто удалить катализаторы, оставив вот этот огромный корпус пустым, будут создаваться завихрения, турбулентность выхлопных газов, что также не очень хорошо. В свою очередь, спортивные даунпайпы имеют максимально комфортную геометрию и увеличение диаметра труб, что при повышенных нагрузках также способствует более эффективному отводу выхлопных газов и уменьшает тепловую нагрузку на горячую крыльчатку турбины, что очень актуально при чип-тюнинге Stage 1, Stage 2, а точнее при увеличении наддува турбин. Также спорт даунпайпы дают возможность максимально плотно и надежно обмотать их термолентой, что позволит уменьшить температуру в развале блока цилиндров и в подкапотном пространстве. Пайпы сварены,
полюбуйтесь на этих 89 миллиметровых бруталов. На самом деле 89 миллиметров это с лихвой, ибо наш клиент не планирует делать там Stage 3 и более какой-нибудь драг автомобиль, а всего лишь будет делать Stage 1, это плюс примерно 80 лошадиных сил. Но все равно в этом польза есть, так как максимальный диаметр будет хорошо разгружать горячую крыльчатку турбины и будет максимально комфортно, хорошо на повышенных оборотах. Теперь приступаем к профессиональной обмотке термолентой. Для этого нам понадобится специальная контровочная проволока из нержавейки и специальные плоскогубцы для контровочной проволоки. Изготовили конечные трубы даунпайпов, как в стоке. На выходе у нас получается примерно такие же концы. Вот, так что для внедрения М-выхлопа нам понадобится доработать приемные трубы. Теперь затестим звуки в разных комбинациях. Спорт даунпайпа плюс штатный выхлоп и спорт даунпайпа X6M выхлоп. Для фиксации результата после проделанных работ едем на замер динамики от 0 до 100 и профессиональный замер мощности. Замеры до, к сожалению, не получилось осуществить, но и по сути, как оказалось, в этом не было бы смысла, так как при демонтаже мы обнаружили уставший катализатор. По штату новая машина имеет 408 лошадей, 600 крутящего момента, разгоняется до сотки за 5,5 секунд, но после пробега в 100-150 тысяч километров N63 четырехсильный мотор теряет примерно 20-30 лошадей. И разгоняется до сотки примерно за 6-6,5 секунд. Соответственно, если по лошадям и моменту на стенде мы сейчас увидим примерно паспортные данные и будем укладываться в динамике в 5,5 секунд, это будет уже хороший результат. Собственно, мои ожидания оправдались с лихвой. Спортивный даунпайп с увеличенным диаметром вернули нашей пациентке ее растерянную на дороге 20-30 лошадиных сил. И теперь она выстреливает до сотки аж за 4,7 секунды. На улице было достаточно прохладно, и все-таки более честная цифра будет 5 секунд. Итак, наш результат улучшился с 6 до 5 секунд. Но кто-то сейчас наверняка задастся вопросом, а как так получается? По лошадям моменту мы вернули обратно, по сути, только заводские цифры, а по факту в динамике она разгоняется не за 5,5 заводских секунд, а аж за 4,7-5 секунд. Кто до этого считал, что количество лошадиных сил играет единственную ключевую роль в динамике автомобиля, тот немного заблуждался. Попробую показать наглядно на графике. Для начала обратимся к паспортным характеристикам, где указано, что наш X5 достигает своей максимальной планки крутящего момента в 600 Нм на 4500 оборотов. К сожалению, я не нашел замеров новой полностью стоковой машины, и засим, согласно паспортным данным, просто обозначил точку на нашем графике, где именно в стоке крутящий момент достигается 600 Нм. А теперь накладываем кривую нашей подопытной и четко видим, что она достигает своих 600 Нм уже на 3300 оборотах. Это в очередной раз подтверждает, что спорт даунпайпы с более плавной геометрией труб и без резких звужений работают, позволяя турбине легче раздуваться, не создавая турбулентности горячих газовых потоков. Теперь владелец машины может увеличить надув на плюс 100-150 лошадиных сил, абсолютно не беспокоясь за турбиной и общую тепловую нагрузку двигателя. Так, подведем итоги проделанных работ. Изготовили и установили спортивные даунпайпы, обмотали все это в качественную двухслойную термоленту, установили глушитель от X6M, установили задний бампер от X5M, интегрировали вакуумную систему, чтобы это все работало в штатном режиме, а также перепрошили блок управления двигателем DME на бескатализаторный режим, чтобы она не ругалась на вторые лямбда-зонды, а точнее на отсутствие катализаторов. А на сегодня я прощаюсь с вами. Просьба не поскупиться на лайк, прокомментировать что-нибудь.
Всех обнял.